Правильно ли понял из конференции, что время — это и есть наш рассудочный ум или прошлое? Нитянтых Кораны — это настоящее, а высший Манас — это и есть наше будущее. Все они едины. Поднимаясь по ступенькам Антахкараны, мы живем в настоящем. Проявляя буддхический принцип через сердце, мы побеждаем время. Можно, если ваше понимание так хочет видеть суть времени. Но теософия, в силу эзотерического подхода к понятию «время», предполагает разделенность созданного иллюзорным чувствованием сознания, течение жизни форм, единство же выражено следствием продолжительности или движением вечной жизни, содержащей в себе все в своей совокупности, а прошлое, настоящее и будущее – специальность иллюзорного восприятия действительности. Время не есть лишь прошлое. Время – это субстанция, разделяющая прошлое и будущее. Оно есть в разных состояниях – в нулевом, в прошлом, будущем и в завершении цикла. Внутреннее пространство материи есть время. Пробуждение к свету есть время. Значит, существует качество времени, которое зависит от качества нашего сознания. Можно ли сравнить математическую линию, отделяющую одну вечность от другой, с состоянием безусловной любви? Все есть любовь. И дыхание вечной абсолютной жизни, своей продолжительности, вдоха и выдоха, Манвантара и Пралаи чередуют жизнь абсолютной любви с безусловной во времени и пространстве. Состояние безусловной любви соединяет одну вечность с другой вечностью, но никак не разделяет их. Времени не было. Оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Тем не менее, Махапралая имеет вполне определенную по времени длительность, после которой начинается новый выдох. Маха Манвантара – новый цикл, также имеющий свою длительность. Как это следует понимать? И сразу же находится ответ. Потому что Махапралая, Махаманвантара, они обозначены одним числом лет – 311, 040 и 9 нулей, то есть 15-значным числом лет. Само из себя вытекает и ответ здесь, что любой цикл новой Махаманвантары будет соответствовать тому циклу, которое пребывало в Пралае, это вечная жизнь. Что именно хотели сказать этим вопросом? Когда время не проявлено – это Пралая, когда время проявлено – это Манвантара. Существуют разные уровни и субстанции времени. Время обладает течением и плотностью. Чем больше дифференциации погружения в материю или проявленный мир, тем больше увеличивается плотность времени. И наоборот, приходит цикл завершения, когда разнородное становится однородным, и время становится все менее и менее плотным, пока вовсе не растворится в бесконечных недрах продолжительности. Чем больше плотность, тем медленнее течение времени. Чем меньше плотность, тем быстрее течет время. Это есть устранение расстояния. Времени не было, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Покой определяет цикл Пралая, который исчисляется одинаковой протяженностью лет, как и Манвантара. Бесконечные недры продолжительности – это пространство абсолютное, которое нельзя измерить, так как нет того инструмента, чем можно было это сделать. Не было ничего. В письмах Махатам есть такая фраза: «Время есть следствие действия законов притяжения и отталкивания, движения самого по себе». Можно ли сказать, что Фахат, проявляясь мощью сил тяготения, запускает время? Фахат лишь утверждает и дифференцирует своей магнетической силой
космического электричества свойством притяжения и отталкивания, группируя по качеству атомы, создавая полярность, необходимую для эволюционного движения идей развития жизни сознаний, в их разумности будущих сочетаний, в единство синтезом мудрого приложения, в мир огненном, тонком и плотном. И для этой цели создается полярность или потенция, дуальность. Также Фахад закладывает потенциальность причины времени, как Махакали в космосе, и в природе циклами Кали-юги, Сати-юги, Трета-юги и Двапара-юги. А в проявленной Вселенной циклами, отраженными в сознании через сознание человека, как зима, весна, лето, осень, или день, ночь, вечер, там утро. Этими циклами определяет уже проявленной Вселенной выражено время. Фахад, когда приходит цикл, обозначающийся прихождением закона, формирует миры, или вернее дает импульс для формирования миров творческой мощи. Он соединяет разнородное и разъединяет однородное. И в этом спиральном движении дает импульс жизни. Форма мира, как и всякая форма в мире, состоит из тепла и света. Фахад, как великий формировщик, дает импульс созданию жизни этих форм, появлению света и тепла. Вот в этой фразе «время есть движение само по себе» – это и есть главное, так как движение есть мысль, и мысль – это есть движение. Когда появляется движение, появляется мысль и мыслящий. Тогда и появляется время. А что существует внутри времени и пространства? И что выходит за его пределы? Вечная жизнь. Этот вопрос задает Елена Петровна Блаватская во второй шлаке первой станции. Внутри времени и пространства находится разум или Махат. Когда приходит цикл, разум выходит за пределы времени и пространства. Он внутри и вовне. Он вмещает время, и он освобождается от него. Если муравей обладает таким высоким интеллектом, что и мы даже еще более совершенным, тогда, может быть, стоит брать пример с жизни муравьев? Согласно тому плану, в котором мы присутствуем, проявленной Вселенной, все творения природы выражены в различных формах жизни. И, безусловно, наше внимание и наше восприятие всех форм жизни, включая и человеческую форму жизни, как механический посредник, носящий в себе сознание. То есть всю эту механику мы должны внимательно изучать и брать себе как пример для различных открытий, совершенствований себя в этой жизни. Дело в том, что у муравья сознание, оно другого плана, оно не человеческой природы, хоть даже оно и будет выше человеческого представления мироздания вообще. Но они живут в другом измерении, и это измерение ни в коем случае не выше человеческого сознания. Потому что человек в себя вмещает все, как космос в себя все вмещает, так и человек. И в человеке есть и муравьиное сознание, и сознание слона, то есть всей природы, с которой создан человек. А значит, и отражено все в сознании человека, но находится в зерне духа, как память. Поэтому, если мы будем внимательны к себе, то мы в себе найдем и сознание муравья, и все прочие сознания, ибо человек – синтез всего. Человечеству для эволюции даны знаки, которые разбросаны всюду. Космос, природа и человек – это единая цепь взаимодействия, единая эволюция сознания. Человек или ученик в веках. Человек учится у природы, естественности исполнения законов. Вы говорили на семинаре, что из первого логоса исходит второй логос, который уже содержит третий логос,
проявленное слово. Он содержит в себе зародыш. Да, но зародыш стал сыном, лучом, творящей энергии, мысли вселенской. И это действие, слово, или третий логос. Из первого логоса исходит второй логос, который уже содержит третий логос, проявленное слово в себе. Если первый логос – это точка, второй логос – это луч, возникающий из этой точки и несущий в себе импульс или потенциальность возникновения из мира единого двух миров, который становится третьим. Можно провести соответствие между мужской энергией и женской энергией и их движением. Или мать, отец и сын. Или первый логос, второй логос и третий логос. Так и расы человеческие. Первая раса вливается во вторую расу и растворяется в ней, становится единой. И только после этого появляется третья раса. Зародыш – это третье состояние. Второй логос дает импульс, и зародыш открывается, свою потенциальность, становится движением или сыном, или светом, махатом. Как время связано с мыслью? И если они связаны, то как победить время? Время творится с учетом сознания, плотного состояния проявленного мира. И творится мыслью материального восприятия мира. Победить время – это вопрос сложный, потому что требует полного самоотвержения и уничтожения страха. Это первое, что должно присутствовать при победе времени. Уничтожение страха, потому что на страхе вырастают все грубые энергии, как чистокол, огораживая человека, не дающего возможность побеждать время. Поэтому первое, что мы должны чего лишиться, это страх. Убить в себе страх. И тогда будет возможность совершенствовать себя до состояния уничтожения времени и победы над ним, нашего сознания, нашей разумной воли. Энергия пространства есть огонь. Мысль – это свет, который возвращается из будущего по внутреннему пространству материи. Внутреннее пространство материи есть время. Человек может пересекать Вселенную за несколько секунд, используя не скорость, а устранение расстояния. А чем устраняется расстояние? Дисциплиной мысли, принятием и вмещением высшего, великого, которое дает творящий импульс. Мысль малая, беспокойная, шаткая, она не дает творческого импульса. Мысль великая – это приближение к огненным сферам или к энергии этого пространства огня. Победить время – освободиться от малых мыслей. Этим устраняется расстояние и возникает единство. Первая станция – это описание пралаи. На семинаре много говорили о времени, но его же не было. Значит, о том, о чем говорилось, не существует. Также говорилось и о том, что время, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Значит, как потенциальность, время существует. И даже имеет состояние покоя. Но действие или жизнь того, что могло бы пробудить время, не было еще пока выявлено, но как потенциальность для его сознания. Было, ибо было все во всем, но времени не было. Времени не было, оно покоилось, следовательно, не было проявлено. Когда говорим о времени, говорим о том, что будет, тем самым понимаем то, чего не было. Как понять, что Махат есть третий логос и в то же время синтез 7 творческих лучей? Третий логос – это луч.
а луч в сущности своей троичен. А как только дифференцируется или начинается дифференциация, луч становится семеричным. Формула 3 упадает в 4, то есть искра облекается формой лученосности. Оно соответствует, эта формула, как раз этому моменту. Потом следующее. Махат – сила разума, сын пространства, сознания духа. Он своей потенцией семеричен, ибо он в покровах мула-пракрити, а этих покровов 7. Вот он и семеричен, или собой являет первую величайшую иллюзию. Третий логос – Махат. Он содержит и несет в себе синтез 7 творческих лучей, то есть все 7 планов бытия или 7 рас человеческих озаряется разумом, силой творческой мощи, единым лучом, который содержит в себе 7. И все-таки, как применить к жизни, к практике вторую шлоку первой станции, если не было времени и оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности? Применению к жизни человека, ищущего, искомого, есть такое в Агни-йоге выражение, подводит нас к познаванию пустоты, когда человеку надо научиться методом медитации, свойствами познавательной способности проникнуть в суть вещей для обнаружения в них пустоты. Пустоты для чувств и стирания образов. И лишь один единственный образ, идеальный в своей единосущности, вездесущего, который эту пустоту, состояние своей всенаполненностью поглощает и стирает личностное, превращая его в альтруистичное, неделимое все. Применить значит удержать или сохранить свет, состояние единства. Когда время наступает, пробуждается свет, а состояние покоя возникает при дисциплине мысли. Это всеобъемлющее состояние, когда ты соединил несоединимое, и оно стало единым. Нет ничего разделяющего, нет личности самости, лени, сомнения, недоверия, страха. Лишь единый свет, соединяющий, и он бесконечен в пространстве мысли. Внешне исчезает, концентрируется внутри и заполняет тебя. Так исчезает разделение. Почему описания совокупностей даны во второй шлоке? Ведь не было еще ничего, а значит и не было совокупностей. Но число 2 уже само за себя говорит, ибо вторая шлока об этом же говорит. По аналогии, в пралае только присуще состояние жизни вечной. В этой продолжительности и совокупности, понимаете, совокупность уже присутствует. Потому что жизнь вечная, она сама по себе совокупна. Иначе не было бы ничего вообще. И жизни не было, и дыхания не было, и продолжительности не было. И время бы не покоилось в бесконечных недрах продолжительности. А так как число 2 еще соответствует дуаде, а дуада – это духоматерия в своем изначальном состоянии выражения жизни или в ее потенции и нуминальность, оно все содержит в себе. Поэтому мы уже вскрываем жизнь вечную из его продолжительности, причем предполагая предвечность бытия. Елена Петровна дает описание совокупности во второй шлоке, что это все сменяющиеся и различные состояния с момента появления в форме до исчезновения. Они вечно существуют в будущем, то есть в состоянии пралая, которое и есть будущее, которое станет когда-то настоящим, когда начнется Манвантара. И эти состояния или совокупности вечно исчезают в прошлом, то есть опять же исчезают в пралае при завершении цикла Манвантары. Значит, совокупность – это 2 вечности, слитые воедино, 2 вечности,
прошлое и будущее. И только настоящее разделяет их. Когда начнется Манвантара.